моя мама, она родилась в 30-м году, всю жизнь учила музыке в Гнесинском институте, в Гнесинской школе, умерла в 2015-м. Собственно, и в 2012 году она еще преподавала. И я помню, где-то еще в начале 2000-х, может быть, это был год какой-нибудь, 2005-2007, она мне говорила, что вот подожди, еще вернется 37-й год, вернется сталинизм. Я говорю, ну, мам, ну ты что? Вообще все другое. Тогда была вот идеология, да, ничего от этого не осталось. Сейчас в России единственная идеология – это воровство. То есть все равно, ну, никто не будет делать то, что делали тогда, потому что сейчас все равно все делается ради денег. Те, кто, ну, вроде как являются вот эти все организации, которые наследуют сталинскому вот этому всему, НКВД, потом КГБ и так далее. Ну, это совсем все другое. И потом мир маленький, интернет, вообще любое событие, которое вообще где бы то ни было происходит, вот оно тут же все это видит. Ну не будет такого, ну, смешно. Она говорила, вот посмотришь. Вот мы все посмотрели, смотрим. Я понимаю, что когда играешь для людей, то это состояние, оно ничуть не менее продуктивное, и, собственно, я был счастлив это делать. Но сейчас я просто чувствовал, что это неправильно. Вот что-то внутри у меня такое, срабатывает какой-то механизм, который вот не позволяет мне сейчас просто выйти, играть. Вот как я провел вот эти месяцы, это если говорить о какой-то так называемой, так сказать, профессиональной деятельности, хотя смысл всей этой деятельности, он и раньше-то всегда для меня все время требовал какого-то, ну, такого вопроса к самому себе, а вообще, ну, нужно это делать или не нужно, вот каждый раз. А сейчас-то уж вообще все потеряло смысл, вообще все. Что я не могу понять, почему большинство людей в России вот все-таки поддерживает вот эти все вещи. Я думаю, что у этого есть глубокие причины, и исторические, и, извините, кармические. У этого всего вот они есть. Но для меня было гораздо даже, может быть, больнее видеть то, что так вот на поверхности, а все нормально, а что случилось? А что такое? А как тебя это касается? Вот то, что сейчас происходит, это затрагивает такие основы вообще существования. Естественно, все люди не должны быть одинаковые. Понимаете, можно было с человеком профессионально сотрудничать, ну, а взгляды могли быть разные. Но вот после 24 февраля вот эта черта, она как-то пролегла очень так резко и очень просто. Аватарка в Фейсбуке – это пес Крым, да, из города Днепр. Вот он жил в доме, и там жили его хозяева на протяжении трех поколений. Они там жили все вместе. И все, их никого нет, и дома нет. Вот это вот все. Вот это вот цена, вот, причем сколько это, какими цифрами все это измеряется, цифрами жизней, страданий. Почему в людях, которые выросли в стране, где там миру мир, это была такая, ну, основная мантра. Может быть, эти люди, ну вот как мое поколение, да, вот мы ездили на дачу на электричке, и вот в каком-то месте вдоль железнодорожного полотна проезжаешь каждый раз между вот это вот миру мир размером там во много-много метров, выложенных таких из кирпича. Вот, и как вдруг в стране, где вот это вот абсолютно выстраданное той войной, вот это понимание, что ну вот все что угодно, но мир должен быть. Вот в мире не должно быть войны никак, ни в какой ситуации. Как вдруг из этого выросло вот то, что сейчас. Все равно любое действие, оно будет иметь последствия. И это просто страшно. Вот страшно представить себе, какие последствия имеет любое действие, состоящее из агрессии, из ненависти. Потому что, ну, понимаете, слово «ад» – это же не место какое-то, как и слово «рай». Ад – это просто ненависть. Ненависть, из которой дальше что-то следует. И вот это вот расчеловечивание, как оно происходит, почему? Но сейчас ведь возникла совершенно новая ситуация, которая, в общем, ну, либо вообще беспрецедентна, либо она может быть сравнима только с ситуацией вот 100 лет назад, то есть когда люди уезжали из России после большевистского переворота, то есть когда в мире
в самых разных местах появилось невероятное количество людей из России, причем в основном это люди, ну, слово интеллигенция, наверное, уже это такое слово, которое, ну, для молодых поколений надо уже в словаре посмотреть, что это такое, потому что не совсем понятно. Но вот словами Вознесенского, да, вот стихотворение, ну ведь это 60-е какие-то годы, наверное, есть русская интеллигенция. Вы думали, нет? Но есть. Не масса индифферентная, а совесть страны и честь. Великий украинский композитор Валентин Васильевич Сильвестров, да, который, кстати, после 2014 года он категорически запретил в России играть свою музыку. Вот, и его друзья даже вплоть до того, что тайком ее играли, а как, вообще-то говоря, вот уже этой весной Алексей Борисович Любимов, когда он играл в ДК «Рассвет» концерт, где он играл в первом отделении Сильвестрова, а во втором отделении Шуберта, то сначала туда звонили с требованием, чтобы этот концерт отменили, и заявилась полиция. И вот сидит Любимов, 77-летний музыкант, и он играет уже Шуберта, это второе отделение, а вокруг стоят менты. И он доиграл. Но они потребовали, чтобы все вышли из зала, и, собственно, вот такая вот была ситуация с музыкой Сильвестрова. Боль любого другого живого существа – это твоя боль, но она еще гораздо больнее, понимаете? Потому что, ну вот сейчас, когда я вижу, когда Россия уничтожает Украину, то, ну вот, Россия уничтожает и саму себя, еще в гораздо худшем и в гораздо более долгосрочном смысле, то есть она ее уже сама себя уничтожила.